Привет, друзья! В этом ролике мы с вами побываем в городе Чангмай, столице севера Таиланда. Город с большой культурной и природной составляющей. Посетим кулинарные курсы, ну и сходим на тайский бокс. Итак, север Таиланда. Две самые основные ключевые точки – Чанграй и Чангмай. Вы можете и там остановиться. Мне больше нравится Чанграй, потому что он меньше, компактнее. Но Чангмай – это все-таки столица севера, город побольше, более древний. И здесь очень много отправных точек для разных мероприятий. Смотрите, какой стенд. Да, какие-то повторяются флаеры. Но чем можно заниматься? Храмы, культура, смешанная уже с севером. Здесь еще все очень подвержено китайскому влиянию. Есть китайский квартал, много китайской кухни. Есть даже китайский Мишлен. Здесь очень много активностей на велосипедах, трекинги, хайкинги, какие-то природные достопримечательности, эти джампинги, прыгать. Можно провести время со слоном, заплатить за какую-то денежку и ухаживать за ним. То есть агрокультура, кукинг-скулы. Для себя я выбрала, мы пойдем на тайский бокс. Обязательно пойдем в кулинарную школу. Я уже была, но хочется обновить. И если ты пройдешь, получишь вот этот опыт готовки, ты будешь понимать, как оно на наших территориях нужно готовить, чтобы полностью соответствовало тайским традициям и технологиям. Селиться, конечно, лучше в центре Чангмая, где вот это вот кипит злачно-туристическая, очень атмосферная жизнь. Вот, пожалуйста, тут куча специализированных заведений. Ну, не так, конечно, как на каждом шагу могло бы быть, но они есть. Гулять по центру очень прикольно Чангмая, потому что здесь кучу каких-то бутиков, местных храмов. Вот я, например, стою напротив ювелирной лавки, и тут сразу же храм. Тут же тайский бокс, массажи. Ювелирка очень прикольная. Много серебра, много всяких разных интересных цепочек, браслетов, колец, винтажных, более современных, очень аутентичных. В общем, к любителям этого направления рекомендую, вам будет чем заняться, помимо основной культурной программы. Смотрите, какой домик в старом стиле. Здесь такое впечатление, что какой-то мораторий на увеличение цены на массаж. То есть за 200 бат можно сделать массаж. Ну, то есть низкий порог ценообразования. А так в основном 300 бат, ну, это порядка 10-9 долларов. Так, накладочка из проводов. Вот посмотрите, здесь тоже все самое. Ничего не меняется от города к городу. Ну, и такое впечатление, что у них там все в порядке. Здесь очень много вот такого уличного стрит-арта. Мы попробуем его вам показать. Вот, например, узнаете чувачка. А это, наверное, любители мухоморов. Нашли магазин из медной посуды. Так, тяжело достаточно. Смотрите, какая красота. Сразу все очень надо. Вот эти вот ручки для дверей. Подсвечники. Такое впечатление, что это все такая старина-старина. То есть антиквариат. Зашли в храм, здесь горшочки, и в них нужно кидать монетки. Очень много ящиков для записок, пожертвований. Ну и, конечно же, Будда. А внешне этот храм выглядит достаточно винтажным, сделанным из дерева. Вот с типичными для севера элементами. Так как это культура древних лана, которые здесь жили, вот посмотрите вот эти ступы. Да, попадаем в очередное храмовое богатство. Посмотрите, какое дерево. О, вот это да.
Вот это прям какая, знаете, как секвойя какая-то в Америке. Вот первый же такой небольшой храм. Внешне очень красивый, с таким орнаментом. Золото с коричневым, с пушками. Но женщинам туда заходить нельзя. Только мужчинам. Слоник в гараже стоит. Итак, самый центр Чангмая. Чем же он интересен? Конечно же, как я уже говорила, это множеством различных храмов. И есть такие граждане, которые любят именно храмовое зодчество в разных странах мира. Оно интересно до поры до времени. Дальше хочется погружаться в более социальные какие-то направления. Так вот, в центре Чангмая прям вот квартал, который представляет из собой вот историческую ценность. И самое интересное, на мой взгляд, это вот этот храм, который несколько напоминает кхмерские сооружения. Самое известное – это Анкор-Ват. И вот этот вот храм, посмотрите, он явно отличается от современного. Если я не ошибаюсь, это 12-13 век. Уже видно, что он разрушен, что-то подделывали, но он виден как вот именно такой аутентичный, очень старый. С трех сторон храма получается скат, а вот с одной стороны ступеньки. Правда, непонятно, когда туда можно заходить. Наверное, по каким-то праздникам. Еще левее нет слонов, а здесь вот 4 слоника по периметру. И дальше целый комплекс мини-храмов, ну или там, я не знаю, часовенок. И вот эти вот деревья опять. Резиновое дерево, которые стоят по периметру на этой части исторического центра. Более 1000 лет назад здесь существовала цивилизация ланов, которые повлияли на север Таиланда. Вообще здесь большое влияние Китая, потому что северный сосед, он влияет как экономически, так и культурно, гастрономически. Очень много надписей на китайском языке, и даже здесь, в Чангмае, есть китайский квартал. Мы туда сходим, посмотрим, что он из себя представляет. Зеркала делают свое дело. Зеркала с разными оттенками придают богатство любому религиозному зданию. Будд здесь очень много. Есть сидящие по-другому. Вот здесь вот видите с пузиком. Есть сидящие в позе лотоса. Есть лежащие, отдыхающие Будда. Есть изумрудные, они же сапфировые. Но все Будды оригинальные, которые здесь были, увезены в город Бангкок. Сейчас в Чангмае находятся только копии Будд. Вот. О чем это говорит? Это говорит о том, что Чангмай – город очень исторический, очень важный, религиозный и значимый для народов на этой территории. В прошлый раз сказала сапфировые, но это я от жары заговариваюсь. Вообще это материал нефрит. Красный камень я не знаю, что это. Может быть, что-то полудрагоценное. Так вот, это тоже копия. Ей 17 лет. И оригинал находится в Бангкоке. Но кто же отличит оригинал, не оригинал? В принципе, техники остались одни и те же. И изображение ликов Будд ничего не изменилось. Кстати, вот обратите внимание, смотри, тут переплетение, да? О чем мы говорим? Кто-то может это принять за свастику. Отчасти это так и есть, свастика. Это говорит о том, что буддизм, индуизм, орнаменты, все переплетено. Это все одни территории. И одна религия дополняет другую. И образ жизни и мыслей, соответственно, туда же. Но главное – это добро, светлое все. Ну и, конечно, в Таиланде на расслабоне. Вот еще интересный храм. Явно старый, но чуть подреставрирован. Смотрите. Один маленький куполочек. Очень интересная крыша. И вот, пожалуйста, это очень похоже на Джавахарлала Неру. Вот зашли в это внешне красивое здание. Здесь музей. Ну, на 3-м этаже основное это комоды. Очень красивые комоды. Не знаю, как их, где их продают, что в них хранят. Хранят в них
Вот такие вот рукописи. Рукописи и книги. Обклеивают листиками золота сусального. Вон кое-где, видите, оно отходит. А выглядит очень эффектно. Ну что, друзья, мы продолжаем находиться в городе Чангмай. И сегодня мы пойдем на кулинарные курсы. Будем готовить очень интересные, лучшие тайские блюда. Готовить и пробовать. Сейчас мы пришли на рынок. Пойдем покупать продукты для этого. Jelly mushroom or wood mushroom. So we like to put in the stir fry. In the stir fry. And this one, you know this? No? Spring onion. Chai. 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 Let you smell. You can smell and pass. Ну, что-то напоминает лук, но плотнее сама вот эта вот штучка. This one in pad thai. In pad thai. Ну, или как дикий чеснок. If you make pad thai and you don't have chai, it's not pad thai. So you have to have it. Вот это необходимо для пад-тая. This is the Листья кафира. Kaffir leaf and lemongrass. Kaffir lime leaf. We put in the soup. Galangal. Galangal. What is this? Turmeric. Turmeric. You know turmeric? Куркума. Yes, curcuma. Без чили никак, поэтому чили, пожалуйста, тоже в ассортименте. Green and red. The red one more spicy. The one that kind of you have at home, big purple, but this is the big one inside. Ну, это как наши синенькие, Your только... home big like this, right? That you smell. We call sweet basil or Thai basil. The color. Fried rice, том The- ям. Yeah, we use this one. На маркете Чангмая вот очень много колбасы. Очень хочется ее попробовать. Практически на каждом прилавке вот такая колбаса фирменная и шкварки. Мы с Натальей пробуем шкварчики вот с таким вот соусом. С каким не могу сказать, но с чили точно. То, что надо. Бомба, да? Запах волшебный, со специями. Именно тонкими тайскими специями. Очень вкусная колбаса. Короче, тонкие ароматы Таиланда эту колбасу делают фантастическую. А вот на рыночке мясной отдел. Ну что, у нас тут как обычно все. Свинина, потрошня, ливерсон, сосисон. Ой, вот это вот великолепие. Бамия, горошек, редиска, швекла. Вот это вот великолепие луковое. В общем, после посещения рынка приехали мы к Нэнси, на хату к Нэнси. Вот дают меню, и ты выбираешь, что ты будешь готовить. Из 7 видов ты выбираешь 5 блюд. Что мы выбрали? Горячий кислый суп с базиликом, пад-тай, као-сой, стики-райс с манго и салат лаап. Это буду делать я. Мои спутницы будут делать другой ассортимент. Я постараюсь все это записать, и разные топовые блюда Таиланда вы увидите на канале «Путешествие вкусно». Какое почитание ушедшего короля. Смотрите, собрали все купюры с его изображением. Ну и эпизоды из жизни от молодых лет уже до взрослого возраста. Ну что, друзья, начнем готовить. We don't put it too much in the soup because the flavor is quite strong. And then you slice. Первый ингредиент – это галангал. Мы его начинаем медленно нарезать. Извините. Следующий – лемонграсс. And then you cut it diagonal. Режется по диагонали. Cut it diagonal and then you put Вкусно пахнет?
Put it with the Thai ginger. Там, да, такие очень готовые каналы есть. Ой, как вкусно пахнет, это фантастика. Ой, все, можно ничего больше не делать, просто нюхать лимонграсс. Берем лист кефира Put it here. и вот так вот вытаскиваем хвостик. Ну и получилось у нас несколько частей. Сюда же добавляем. Берем зеленый перец один. Вот так его хлопаем, чтобы он вот так вот расквасился. И полетели брызги в разные стороны. Как таракана. Кстати, тут начинают поджирать ноги. Имейте в виду, берите с собой репелленты. Так, и что с перцем дальше? And then you put together. Порезать, да? Потом этими руками не лезьте в глаза и в иные места. Take Так, теперь берем кориандр. Это кинза вот это? У нас это называется кинза. Международное название кориандр, селантро. yeah, you put Также нарезаем. 1 centimeter and then you put it one side. И кладем на край тарелочки. Как говорит наша прекрасная Нэнси. Да, Наташ? Yes. Так, следующее упражнение, которое делается, это берутся устричные грибы и вот так на волокна разделяются. Еще дают кусок And then tomato. You cut помидора. 3 or 4 pieces. And then you cut half crossway. В общем, на 3 части режется помидор. Потом вот так вот еще на 6 и добавляется к грибам. Также Put together tomato, onion and the mushroom. 1/6 часть большой луковицы также на 6 частей делится. Берем также к себе кусочек лайма. So, tom yum. Отрываем только листья и кладем к кориандру. Okay. So all the soup is done. You can take a picture. Для нескольких видов супов одна и та же заготовка. А, вот еще и курица готова. Представляете, как у них все тут организовано. So you bring your soup here on this side. Ничего не может быть прекраснее, чем приготовленная своими руками экзотическая еда. И оказывается, что это очень просто. Да что ж у меня такое сегодня с дикцией? И вкусно, ваше здоровье. Кисловатый, очень насыщенный, яркий вкус, нейтральная курица. Это вот такой суп. С утра посербать, набраться вот этих вот ароматов и бежать по достопримечательностям. Но это еще только начало. Итак, готовим лап-салат. Включаем опять газ. Там есть немного воды. So this is minced chicken. Those ones like chicken. Okay. Получается куриный фарш. So put it in. Добавляем в горячую воду And then you can use the big spoon большой ложечкой. and then mix it. Фарш наш разошелся. Ждем, когда теперь закипит и свернется белок мясной. Что только не сделаешь ради искусства. Даже будешь за несколько часов делать 5 перемен блюд. Но это очень увлекательно, познавательно, расширяет ваши гастронапробованности и насмотренности, ну и навыки. Просто берем теперь наш фарш и кладем сюда. Газ экономим. Получилось вот белое мясо. Просто белое отварное мясо. Можно делать со свининой, можно делать с говядиной. Также делают с морепродуктами. Сейчас девочки будут делать папайя салат. Берем в ступочку 2 чеснока, прям в кожуре, And the chili и чили. Вот Виктория начинает так это все разминать. peanut. Туда добавляется орех, арахис. And then
Теперь добавляется туда пальмовый сахар. One fish sauce in, 1 ложка рыбного соуса. and then squeeze the lime. Лайм. Кусочки томатов. And then you mix together. Spoon and the pasta. Ложкой и пестиком все это перемешивается. Уже порезанная зеленая папайя и немножечко морквы. And then you put it in. And then mix again. Все готово. Можно выкладывать на тарелку. Впервые приготовлена папайя-салат. Любимый. Любимый, это фаворит тайской кухни. Фаворит. This is the dry shrimp. Сушеные креветки Little peanut on top. и еще орешков. Так, продолжаем делать теперь лап. Сюда добавляется чили. Моа. Мы любим поострее. Мо. Опять 1 ложечка фиш-соуса. And then you Что-то squeeze похоже на порошок. Squeeze the EMG. lime. Squeeze the lime in. Опять лайм. То есть, в принципе, одни и те же продукты, немножко другая технология, и получаются другие вкусы у блюд. Чуть-чуть пальмового сахарка. Это просто Листья мяты. Ой, лук. When you fried onion, you slice it long way. Такими вот вдоль. And then you put it in. This is the Зеленый лук. the carrot. Манго. Mixing. Вот, пицца. Все готово. Сейчас мы это перемешаем. Еще, насколько я знаю, сюда посыпается сверху жареным рисом, дробленым поджаренным рисом, чтобы хрустело еще дополнительно на зубах. Такой получается салат, очень красивый, сочный. 4 разных салата мы сделали. Посмотрите, какая красота. Мишлен. Следующее блюдо будет пад-тай. Берем 4 зубчика чеснока. Что характерно, все делается вместе с этим, с кожурой. Чеснок добавляем в курицу. Тофу режем. Tofu, cut it half long way and then cube. You put it on top garlic and chicken. Кубиками Сверху на курицу кладем. Garlic and chicken. кладем на курицу. А я тоже режу. You have this. Пад-тай, серединку берем капусты. Just cut it. And then you put it one side on your Хотя мне больше нравится, когда там кейл. У меня шлепки взорвались. У нас тут авария. От усердия. Такого усердия, да. Такая вот лапша, она сухая. kale. А, вот кейл дали, наконец-то. Okay. So you cut this long. А, вот это вот трава, которая просто трава. Чай. Как? Чай. Чаев. Зимний лук или зимний чеснок в простонародье. Все-таки я вырубила кейла. Да. Dry shrimp for you. Еще для меня сушеные креветки. Take your ingredients. Зажигаем газ. This is oil. 2 ложечки добавляем масла по очереди. Спасибо. Спасибо, мэм. Раз. So then you spread Wow. the oil around the wall. Смачиваем маслом вок. Crack the egg in and then keep stir. Like scamper. Жарим одно яйцо. Так вот его разделяем, чтобы он потом обволакивал яйцом. Ну, у кого-то рис, в моем случае пад-тай. And then garlic and chicken.
Garlic. Нэнси, garlic chicken and tofu. Oh, yeah. And this is the dry shrimp for pad thai. Еще сушеные Dry shrimp. вонючие шримпы. Курица, тофу This is the rice shrimp. и чеснок. The rice shrimp. Добавляем нудл. Сахар. And chicken powder for fried rice. Chicken powder. Different. Устричный соус. And this one soy sauce. Then fried rice, you add vegetable in. Soy sauce, you add vegetable in. Pad И thai, соевый соус. soy sauce. Pad thai, add vegetable in. This is the black soy sauce for salad. Черный соус. A little water. Чуть-чуть водички. Добавляем овощи. Sauce for salad. The black soy sauce for salad. Получается, здесь будут хрустящие овощи. Until everything mix well. Нэнси, стоп. Not yet, not yet. Еще готовим. Bуквально минуту. И вот наши сырые макароны, они стали совершенно готовыми. Ready? Not yet, not yet. Еще воды. Yeah, turn off and then put it on your new plate. Ну что, друзья, пад-тай готов. Can you? 1, 2, 3. Ну что, вкусно вам, девочки? Да. Первый мой пад-тай, приготовленный собственными руками. Тут яйцо, кейл, тофу. Ой. Но не хватает чили, нам сейчас принесут. А вообще, это базовое блюдо тайское. Один из фаворитов. Когда не хватает чили, то делаем вот так вот. И вот это вот блюдо лаап полно свежести, хрусткости лука, лайм, мята. Тоже очень такой, знаете, свежий-свежий, сочный, пикантный салат. Приезжайте в Таиланд. Ну что, я буду готовить мой любимый каосой, и для этого нужно сделать карри-пасту. У нас у всех разные блюда, но карри-паста у нас будет одна. Правильно я говорю? Ну, плюс-минус. Плюс-минус. Garlic. В зависимости от того, какой карри, зеленый Фай. или 5 garlic Красный. into your mortar. используется такой перец. Берем 5 зубчиков And this is чеснока. the shrimp paste. Туда добавляется креветочная паста. This is the shrimp paste. Берем по одному кусочку всего. One of each ingredient. Лайм, галангал, тамаринг. Кориандр. Khao soy and yellow curry. You have curry powder. You have curry Jasmine. powder, but a little. Да, ну очень чем-то напоминает. Тоже какой-то имбирь. И чуть-чуть ложечка пудры карри. А вот листья кафира. Ой, не листья кафира, а вот зеленая The Thai кожура от плода. Так, и лук, да? one hand here, and then keep pounding until everything. Все начинаем вот так вот Yeah. растирать, пока вот такая, видите, структура. Но все это растирается в пасту. Right. Ой, какой запах волшебный. Все это делается до однородной массы. Тебе и куча навыков, и фитнес. Тяжелая работа на кухне. На самом деле, да. Депрессии не будет. Точно, никакой депрессии. Кто-нибудь думает о работе? Я всегда о ней думаю. Ну, у тебя совещание, ты сказала. Кстати, у меня после этого будет совещание. You put peanut in. Вот у меня все готово для каосоя. Это жареная лапша. Это вот такая уже отварная желтая лапша. Свежий лук с
кинзой, кусочек лайма, лук и вот карри-паста, которую я сама сделала. Так, как готовится стики райс? Вот у нас готов манго, уже сваренный рис. Соль. Соль? Да. Сюда добавляется соль. Как всегда, пальмовый sugar. Then everyone take 2 spoon sugar. А у нас 2 ложечки. Чайные ложки сахара. And also you А мне тоже положишь? Соль. А ты самой стики райс делаешь? Да. Стики райс добавляют коконат милк. И оно сразу же практически закипает. Как тяжело и снимать, и рис добавлять. Так, рис расходится. Короче, вот оно там. Такая рисовая каша получается. Странно, что у них комфорки не регулируются. stirring until we И что? Мешать, пока пудинг не превратится. Ну да, такой стиль ризотто. Но я очень люблю рисовую кашу на кокосовом молоке. Это очень вкусно. Выкладываем вот сюда. Там на дне было чуть-чуть кокосового молока. Сейчас оно там еще набухнет и будет кокосовый рис. То есть получается десерт готов. Вуаля! Приятного аппетита! Так, ну что, готовим каосой. eat the curry. Здесь у нас уже в воке Now stir. масло Stirring. и куриная пудра. Теперь наше карри добавляем в вок. Немножко кокосового молока, масло и паста карри. Ой, волшебно. Теперь добавляем курицу. У нас каосой будет с курицей. Готовится все очень быстро, стремительно. Немножко водички. Fish соус. That one. Немножко кокосового молока. А здесь желтый карри готовится. Сейчас пойдет пальмовый сахар. Наконец-то макарошки добавляем. Вот все готово. พี่พันดูแก๊สด้วยนะ Skin. Оригинально жареную свиную кожицу туда не добавляют, только жареные макарошки, лук, Red onion. зелень Okay. and pickles. Pickle. Pickle we don't serve. Safety your stomach. Вот видите, где-то нам дают с пиклсами, а здесь нас учили без пиклсов. Но мне с пиклсами нравится больше. Очень вкусно, конечно, все, особенно когда ты делаешь своими руками. Но вторую порцию макарошек я не доела. Но каосой теперь знаю все тонкости, чтобы все получилось в домашних условиях, в наших широтах. Но самый фаворит, я считаю, этого утра – это вот стики рис. Вот смотрите, они прозрачные рисинки получились, пропитались кокосовым молоком и с кислым манго. Это лучший десерт в мире. Кто никогда не пробовал, обязательно попробуйте. Я вот почему-то все время стороной обходила. Да, я пробовала. Сейчас я буду есть это каждый день. Что, друзья, одно из развлечений в Чангмае – это май-тай. Вот сейчас идем смотреть арену, на которой будут вечером соревнования. Билет стоит 600 бат, то есть примерно 1700. И VIP-билет – это первая линия, когда на тебе кровавая юшка летит. Это стоит 1000 бат, около 3000 рублей. Да, вот видна зона VIP, то есть где лучше всего видно. Со столиками, то есть тут можно будет что-то там лизнуть. Кстати, билетерша наша выписывает нам билет. Вот Muay-Thai написано, красная VIP. И она сама же будет там биться. То есть там женская часть будет. Идем на бокс.
Друзья, в Чингмае что еще делать? Вечером можно сходить на тайский бокс. Вот я, смотрите, стою. Первая линия. VIP-билеты. И сегодня будет выступать русская девочка. Тоже Юлия. Будем за нее болеть. Шумгам жуткий, но мы ставки делаем. Ставим на русскую девочку Юлию по 100 бат. Тайская девочка сказала, что нашу русскую побьет, а мы будем болеть за нее. Очень драматичная ситуация. Похоже, выигрывает девочка Юлия, но может быть и тайская девочка. Но это очень интересно, очень отважно, экстремально. Если у Чингмая будет тайский бокс. Юра в красном. Юля победила! Юля! 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 Юля!